Смирись или умри. Правила жизни в концлагере Лукашенко. 27 апреля так называемые депутаты Палаты представителей режима Лукашенко внесли предложение применять смертную казнь за покушение на акт терроризма. 13 мая под ним появилась подпись диктатора. Сегодня это решение было опубликовано официально. Я осознанно не использую термины «законопроект» или «закон» применительно к решению диктатора. Сегодня мы с вами должны понять, подобные решения лежат далеко за рамками цивилизованного понимания законотворчества, законодательства и права в принципе. Они не имеют с ними ничего общего. Это не законы, и мы не должны относиться к ним как к таковым. Не должны тем самым себя обманывать, анализируя правила жизни в концлагере под названием «Беларусь» с юридической точки зрения. Единственное назначение этих правил – это силовое удержание власти режимом Лукашенко. И единственным ответом режима всем, кто с ним не согласен, стала угроза расстрела. Ведь любое проявление несогласия отныне может оказаться актом терроризма или намерением его совершить. Режим Лукашенко выбрал себе роль администрации концлагеря. Он пытается погрузить нас в первобытное состояние выбора между выживанием и смертью. Пытается навязать нам формулу «смирись или умри». Ведь от этой формулы сегодня зависит его собственное выживание. Он украл выборы и репрессировал десятки тысяч людей. Он ввязался в войну России против Украины, в которой у Кремля нет шансов на победу, а значит, за соучастие придется отвечать. Его одновременно ненавидят и большинство белорусов, и весь цивилизованный мир. Для него нет хороших сценариев. И чем жестче становятся его правила, тем очевиднее становится его страх. Это страх безысходности, и именно нежелание с ней смириться мешает диктатору понять. Никакие, даже самые одиозные правила и угрозы не останавливают сегодня тех, кто выбрал путь борьбы с диктатурой. Я уверен в этом как человек, подозреваемый режимом Лукашенко в совершении акта терроризма. Как уверен я и в том, что ни одно из установленных им правил не будет иметь никакого значения. Ни одно из них его не защитит, когда наступит решающая фаза этой борьбы. Мы все знаем, чем заканчивали коменданты и сотрудники администрации концлагерей. Я сторонник отмены смертной казни и надеюсь, что таких, как я, большинство. А потому я убежден, что этот инструмент будет упразднен в законодательстве новой Беларуси. Но так или иначе, отвечать за свои преступления режиму Лукашенко придется в любом случае. Смириться с ними и перевернуть страницу мы никогда не согласимся.